Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 17 августа, выпуск промежуточный, он же экстренный. Экстренный, потому что идет война. Мы с вами обсудим те события, которые произошли с нашей последней встречи. Я напомню, что у нас был предыдущий выпуск, это итоги недели, который вышел в воскресенье. И сегодня мы с вами обсудим те события, которые произошли с воскресенья по среду. Ну, во-первых, под эгидой президента России Владимира Путина идут конференции по безопасности, идет форум «Армия-2022». Чем хвастается президент России Владимир Путин, понять не могут многие. Даже те, кто прибыл на так называемый форум и так называемую конференцию, не могут понять, чем же все-таки хвастается Владимир Путин. Форум «Армия-2022» даже посетил Дмитрий Анатольевич Медведев, известный петрушка и комик всея Руси. И в сущности это все, чем были знаменательны эти события. Для Путина международный формат важен в любом случае. На сегодняшний день Путин изгой, и сделай Россию страной-изгоем, и любое внимание со стороны любой международной общественности, любой, еще раз подчеркиваю, ему без разницы, кто это будет, представители африканских стран или представители Северной Кореи, или Сирии, или талибы, ему абсолютно все равно. Ему главное назвать и сделать легитимным форум, который называется международным, как раз благодаря гостям из-за границы. Так вот, выступил на открытии военно-технического форума «Армия-22» сам президент России Владимир Путин, а конференцию открывал в режиме видеоформата. Я напомню, что конференция по безопасности так немного каламбурно и анекдотично открылась в тот день, когда в Крыму, который аннексирован Россией, прозвучали взрывы, ФСБ признала диверсию, был взорван склад боеприпасов. И в это время как раз открывал президент России Владимир Путин под звуки взрыва в Крыму конференцию по безопасности. Прекрасный фон, прекрасный каламбур. Оценили гости конференции, оценили речь Путина, которая абсолютно искажала реальность, которая не была приближена к реальности ни на йоту. Оценили выступление по бумажечке министра обороны Сергея Шойгу, или Шойгу, без разницы, как бы он ни назывался. Мы с вами знаем, что он все-таки кожугет. Он Сергей Шойгуевич Кожугет, об этом мы говорили не раз. Так вот, выступление Сергея Шойгуевича Кожугета было уже по обыкновению прочитано с листочка, который ему дали. Ну, прочитал практически без запинок, хоть и немного напрягался. Умеет читать министр обороны, по крайней мере, исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, умеет читать. Мы с вами в этом уже убедились, и это фактически все, что стоило усвоить с этого знаменательного выступления. Путин умеет выступать в видеоформате, это тоже мы убедились, прекрасно выступает, правда, тоже иногда запинается, иногда подвисает, но ничего страшного. Он же слишком здоров для того, чтобы появляться постоянно, регулярно на публике. Это действительно слишком здоров. Поэтому великолепные события, прекрасные и форум прекрасный, конференция прекрасная, громкие названия. Все проходит великолепно. Единственное, что конференция по безопасности, в которой не принимает участие директор службы безопасности федеральный, и не принимает секретарь Совета Безопасности. Прекрасно, еще раз подчеркиваю. Картинка и контекст тоже прекрасен.
Не захотели позориться ни Бортников, ни Патрушев. Все прекрасно понимают. Бортникову хватило его поездки в ЛДНР под руководством Дмитрия Медведева. Наунижался достаточно, больше не захотел. Ну, а Патрушев уже по своему обыкновению сказал, что занят другими делами и в цирке участвовать не стал. Тоже, в принципе, прекрасный контекст. Ну да, мы, кстати, еще рассказали у нас в резервном телеграм-канале, ссылка на который есть в описании к этому видео, кто еще не подписан. Мы рассказали, как два этих прекрасных мероприятия чуть было не сорвал международный скандал, в который чуть было не попала, вернее попала, но скандал не удалось замять. Мария Захарова, директор департамента МИД, по информации. Прекрасный тоже там случай. Я не хочу его сейчас пересказывать, кому интересно. В нашем вчерашнем сообщении можете детально изучить, что произошло. А любовь к традиционным забавам Марии Захаровой, я думаю, многие наслышаны. Ну и наш вчерашний текст только это подтверждает. Так, давайте перейдем теперь к опросам ФСО. Доклад в понедельник был Владимиру Путину. ФСО проводит опросы. Я думаю, об этом уже многие знают, и мы об этом сообщали, и до нас об этом сообщали, и достаточно серьезные агентства об этом говорили. Мы знаем результаты многих опросов, у нас есть возможность получать информацию. Так вот, по данным опросов ФСО, который получил президент России Владимир Путин, и которые известны лишь избранному кругу лиц, который также определяет президент. Так вот, среди россиян всего лишь 16% уверены, что понимают, и 27% скорее понимают цели и задачи так называемой специальной военной операции, которую затеял Владимир Путин. Ну, я скажу, что это еще люди скромничают. Я уверен, что в реальности даже Владимир Путин не совсем четко на сегодняшний день понимает все цели и задачи, потому что цели и задачи меняются со времени начала так называемой специальной военной операции. Поддерживают проведение специальной военной операции 41% россиян, не поддерживают 48%. Еще раз подчеркиваю, не поддерживает, больше, чем поддерживает. Еще 11% не имеют четкого мнения, поддерживают они или нет. Положительно оценивают действия президента касательно специальной военной операции 37%. И положительно оценивают действия президента в экономике и внутренней политике 46%. Также оценивают положительное действие президента на внешнеполитическом контуре 34%. Ну и самое интересное, Путину просто не видит альтернативы. И не видит альтернативы Путину 45%. Это именно те люди, которые поддерживают и специальную военную операцию, и действия президента. Это именно этот круг лиц. Они просто не видят альтернативы. Просто не видят. Выкашено все политическое поле. Нет возможности у людей понять, кто может быть альтернативой Путину. И даже если такие люди мелькают где-то на горизонте, просто 45% людей не верят просто, что могут быть какие-то изменения, и может кто-то прийти на смену Путину. Именно поэтому просто не видят ему альтернативы, и именно поэтому и поддерживают, оправдывая себя, поддерживают действия Владимира Путина. Но опять-таки, 45% это не 80 с лишним, не 84, не 83, как в последнее время говорят псевдосоциальные опросы. Это все-таки гораздо меньше, это практически в 2 раза меньше. Поэтому никакой глобальной поддержки, конечно, у Путина нет и в помине. Так, по опросам немножко прошлись. Ну и теперь давайте также поговорим о ревности Владимира Путина. Ревнует Таджикистан, ревнует Рахмона. Рахмон его старый приятель, они вместе там одно время наделали делов конкретных и увязли в этих делах, были повязаны. Если всплывут эти дела, конечно, на международном уровне будут большие проблемы и у Рахмона, и у Путина.
Одно время пробежала черная кошка между Рахмоном и Путиным, но в последнее время вроде как все наладилось. Путин отлистал, извините за сленг, 5 миллиардов долларов за то, чтобы талибы не нападали на Таджикистан. И таким образом сохранил возможность России и себе лично сохранить лицо. Путин, извиняюсь за тавтологию, дал передышку, дал себе передышку. Дело в том, что мы с вами понимаем прекрасно, Таджикистан в составе АДКБ, и напади талибы на Таджикистан Путин, ну, если бы не захотел, чтобы распалась АДКБ, должен был просто, обязан был вмешаться, а вмешиваться особо нечем. Все войска боеспособные на фронте, идет война, второй фронт для него смерть означает смерть режима, означает смерть всем надеждам. По тому, что происходит в Таджикистане. В Таджикистане в эти дни проходит военное учение. Учение называется «Региональное сотрудничество 22», которое организовано Центральным командованием военным США. И там они 10 дней идут учения, принимают участие и Узбекистан, и Пакистан, Монголия, Кыргызская республика, Казахстан, ну и, конечно, США и Таджикистан. США и Таджикистан будут проводить совместные учения в формате двух стран около 5 дней, и остальные дни будут участвовать и другие страны. Путин ужасно ревнует, и особенно интересен контекст вхождения стоимости вхождения в друзья Рахмона. США заплатили около 60 миллионов долларов, не миллиардов, 60 миллионов долларов. Это практически в 100 раз меньше, чем заплатил Владимир Путин талибов для того, чтобы отмазать от нападения на Таджикистан. США заплатили 60 миллионов долларов, которые будут потрачены действительно на безопасность, и США это проконтролируют. Это выгодно Рахмону. Рахмон будет дружить со всеми, кто ему помогает. Плевать он хотел на эксклюзив от Владимира Путина, эксклюзивную дружбу. Будет дружить со всеми, кто предлагает дружбу. Ну и в принципе это правильно, конечно. Мы с вами понимаем, что дружба Владимира Путина не стоит ничего. Можете спросить у руководства Армении, что такое дружба Владимира Путина. Они вам более детально расскажут. Путин дружит так, что врагов не надо. Я вам скажу, что и для Армении, и для армянского руководства на сегодняшний день, если выбирать между руководством России общения и руководством Азербайджана, ну, видимо, все-таки руководство Азербайджана более лояльно относится. Путин готов слить Армению в любой момент. Плевать он хотел на Пашиняна, он его ненавидит всей душой. Считает его выскочкой, считает его корнем тех проблем, которые у него возникли в этом регионе. Я имею в виду в регионе Карабаха и войну, которая была между Азербайджаном и Арменией. Тот вооруженный конфликт осенью позапрошлого года, если мне не изменяет память. И вообще считает, что все проблемы от Пашиняна. Конечно, глубоко заблуждается Владимир Путин. Основные проблемы Путина – это сам Путин. Они находятся у него, безусловно, в голове. Так, мы с вами обсудили основные темы. Мы с вами еще более детально все обсудим, конечно, в итогах недели. И еще мы с вами увидимся, услышимся в пятницу. Мы делаем сейчас 2 промежуточных выпуска, поэтому видимся и слышимся с вами довольно часто. Самое главное, мы вас любим, и это искренне. Подписывайтесь на наши каналы. Все есть в описании. Практически ссылки на все наши ресурсы есть в описании. Можно подписаться на наш Patreon, если вы поддерживаете нашу деятельность. Мы работаем для вас. Это главное. Также можете подписаться на спонсирование этого YouTube канала. Мы ценим вашу поддержку. Ценим искренне, и она нам действительно необходима. Также есть в описании к этому ролику наши криптовалютные кошельки. И запомните, перемены уже рядом. Так, все. Большое спасибо. Увидимся, услышимся. Всего доброго. До свидания.